Они давно покорили Голливуд, и, казалось бы, уже все в этой жизни попробовали. Но нет, недавно они в очередной раз примерили на себя роли отцов и сделали это в очень зрелом возрасте. Что заставило их решиться? В этой подборке громкие истории позднего отцовства, которые удивляют, вдохновляют и вызывают много вопросов. Он — легенда кино, мафиози на экране и мастер перевоплощений. Но за фасадом великой карьеры — драмы, страсти, разбитые сердца и удивительная нежность отца, готового на все ради своих детей. Роберт Де Ниро родился в 1943 году в Нью-Йорке в творческой семье. Отец — художник-экспрессионист, мать — поэтесса и художница. Когда Роберту было 2, родители развелись. Отец признался в своей гомосексуальности. Де Ниро остался с матерью, но теплую связь с отцом сохранил до самой его смерти. Он был замкнутым мальчиком, но мечтал о великой сцене. Учился у Ли Страсберга. «Прорыв», «Злые улицы» Скорсезе. Потом «Крестный отец 2» и «Оскар». А дальше каждый раз не роль, а одержимость. Его первой женой стала актриса и певица Дайан Эбботт. Он удочерил ее дочь Дрену, и у них родился общий сын, Рафаэль. Но карьера шла вверх, а отношения вниз. Их союз развалился, оставив за собой боль и чувство вины. После развода он не остался один. Модели, актрисы. С моделью Туки Смит у него родились близнецы Джулиан и Аарон. А влюбленность в грузинку Ию Парулаву стала неожиданной вспышкой. В 1997 году он женился на стюардессе Грейс Хайтауэр. Поначалу их союз казался крепким. Родился сын Эллиот. Но в 1999 году неожиданное заявление о разводе. И хотя они вновь сошлись, в 2018 году Де Ниро окончательно подал на развод. В 2011 году у пары также появилась дочь Хелен Грейс. У Де Ниро 6 детей. Он всегда старался быть рядом, даже если отношения с матерями не складывались. В 2023 году сенсация. 79-летний актер снова стал отцом. Его новая возлюбленная, инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, родила ему дочку Джию. Он признался, что быть отцом снова — это счастье, а не ошибка. Роберт Де Ниро не просто актер. Он человек с глубокой душой и сложной судьбой. И, похоже, финал этой истории еще впереди. Он — голос мафии, лицо эпохи и сердце тьмы. Аль Пачино. Легенда, которая не знала покоя даже на вершине. Он родился в Нью-Йорке в 1940 году, в семье бедных эмигрантов. Отец ушел, когда Аль был совсем ребенком. Мать работала изо всех сил, но денег едва хватало на еду. Аль часто сбегал из школы, мечтая лишь об одном — стать актером. Сцену он выбрал вместо улицы, и сцена спасла его. Долгие годы, отказ за отказом, безвестные театры, нищета. Он жил в дешевых комнатах, иногда ночевал в подвалах. Но все изменилось в 1972 году. «Крестный отец», роль Майкла Корлеоне, и мир затаил дыхание. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. С тех пор лицо со шрамом, запах женщины, схватка. Аль Пачино стал символом Голливуда. Но внутри — одиночество. Он никогда не был женат, но его сердце разбивали одни из самых красивых женщин. Дайан Китон, Беверли Данджело, Лючилла Соло. У него 4 детей. И в 4-й раз он стал отцом в 83 года. У него родился сын Роман от молодой возлюбленной Нур Аль-Фалах. Мир шептал: «Слишком стар». Но Аль Пачино отвечал: «Отцовство не про возраст, это про сердце». Несмотря на культовый статус, он всегда сомневался в себе. Аль Пачино страдал от депрессии, злоупотреблял алкоголем, терял друзей, но каждый раз возвращался в театр, в кино, в жизнь. Сегодня ему 85. Он больше не охотится за ролями. Он сам стал эпохой. Он кумир миллионов. Голливудский красавец. Но за блестящей карьерой разбитые сердца, одинокие вечера и долгий путь к настоящей любви. Ему было уже за 60, когда он, наконец, нашел ту самую. Это история Ричарда Гира, актера, дзен-буддиста и мужчины, который доказал: любовь приходит в свое время. Ричард Гир родился в 1949 году в семье страхового агента и домохозяйки. С детства был не как все. Играл на трубе, занимался балетом, увлекался философией. Голливуд покорил не силой, а глубиной. Сначала американский жиголо, потом офицер и джентльмен, а позже культовая красотка с Джулией Робертс. Он стал секс-символом 90-х, но все это время оставался в поиске. В 1991 году женился на Синди Кроуфорд, иконе моды. Снаружи идеальная пара, внутри холод. Синди позже скажет: «Я была молода, а он искал смысл жизни». Брак продлился всего 4 года. Следующей женой стала актриса Кэрри Лоуэлл, от которой у Гира родился сын Гомер. Он мечтал о тишине и доме, но слава мешала. В 2013-м болезненный развод. Голливуд начал забывать его имя. Он все реже снимался, углубился в буддизм, помогал Тибету. А потом случайная встреча изменила все. В 2014 году Гир познакомился с Алейхандрой Сильвой, испанской публицисткой и активисткой. Разница в 34 года не стала преградой.
наградой. Их объединили общие ценности и взгляды. В 2018 году свадьба, а вскоре родились 2 сына. В 70 лет Гир снова стал отцом. Он долго искал не славу, а тишину. И нашел свое счастье не в Голливуде, а в семье. Любовь пришла к нему тогда, когда он был к ней по-настоящему готов. Время не диктует, когда становиться родителем. Эти истории доказывают. Для любви, надежды и новых начал возраст не помеха. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Впереди еще больше звездных историй, которые удивляют.